Всем привет! Немецкая экспансия продолжается. У нас очередной обзор очередного немецкого автомобиля. А как вы думаете, какого? Наверное, каждый в жизни хочет все самого лучшего, самого дорогого, самого роскошного, передвигаться на роскошной машине. И сегодня у нас на обзоре один, наверное, из самых роскошных автомобилей своего класса, а может быть даже не просто класса, это мировое имя Mercedes. Mercedes E-класс, 2019 год. Ну, наверное, вы скажете, что в этой машине привлекательное, что в этой машине хорошее. Но есть один маленький нюанс. А какой, вы сейчас узнаете. Давайте с вами предположим, что вы накопили определенную сумму денег, вам захотелось не бюджетный автомобиль, не с какого-то дна, не какую-то помойку. Вы накопили 3 миллиона, а если быть совсем точным, 3 миллиона 150 тысяч. И вы можете позволить себе эту машину. Но в какой комплектации? Наверное, это будет звучать банально, но в самой простой комплектации, вообще в самой простой, с самым простым двигателем, с самым простым обвесом, с самым простым салоном, с максимальным отсутствием каких-либо дополнительных опций. Тогда этот автомобиль для вас. Ну а теперь немножко по порядку. Наверное, о престижности автомобилей Mercedes-Benz уже, наверное, не стоит рассказывать, тем более в таких подробностях, которые уже есть на каналах, на всеобъемлющих каналах YouTube. Рестайлинг подводит машину все ближе и ближе к S-классу. Если мы отойдем с вами чуть-чуть дальше и посмотрим на машину со стороны, то мы увидим очертания. Да, вот так вот мы встанем, посмотрим. Мы с вами видим S-класс. Немножко сдвинутая назад кабина, расширенные слегка арки, большие колеса, скошенный сзади багажник. Ну да, прям вот наклеить шильдик S, и мы получаем с вами реальный S-класс. Но есть маленькое но. E-класс — это самая продаваемая машина в Германии. Да и не только в Германии, по всему миру. Морда, как вы видите, имеет длинный рельефный капот. Посередине огромный выступ. Я бы сказал, даже такая горбинка. Ну и, кстати, на этой машине, за счет того, что это простая комплектация, присутствует значок, если вы видите, Mercedes. Он не утоплен в радиаторную решетку, а выступает, как это всегда на классике. Оптика здесь обычная. Радует, что она ксеноновая, имеет светодиодные дневные ходовые огни. Ну вот их стало два, если посмотреть. Два с этой, два с той стороны. Действительно, массивный бампер получил большие воздухозаборники, но, как мы видим, который предназначен для охлаждения передних тормозов. Да, если приглядеться, вот они, воздухозаборники, туда проходит воздух, охлаждает не только радиатор, но и поступает через канал специально на заднюю сторону дисков. Сзади автомобиль имеет небольшую светодиодную оптику с красивой структурой. Смотрите, как выглядит оптика. Миллиард частичек, миллион просто частичек. Это не задние фонари, а произведение искусства, просто Сваровски. Ну, соответственно, крышка багажника не такая агрессивная, как перед. У нее более закругленной формы, как я и говорил, она смахивает на S-класс. Массивный бампер получился. Он немножко утоплен под крышку. Камера заднего вида, но она спрятана в крышке багажника и выезжает только при включении. Парктроники система. 6 штук на задний бампер и 6 на передний. У нашей комплектации отсутствует система кругового обзора, нету круговых камер. В этой машине отсутствует адаптивный контроль, отсутствует система усталости водителя, она не будет предупреждать, она не считывает знаки. В общем-то, это самый-самый бюджетный, я не скажу топовый, но это самый бюджетный вариант этой автомашины.
На зеркалах присутствуют поворотники, но отсутствует система мертвых зон. Так, давайте посмотрим, что у нас под капотом, как все выглядит. Открывается он достаточно просто. Если заглянуть, вот он рычажок. И очень легко открывается. Не как в прошлом обзоре на Audi. Я с трудом поднял капот, который реально очень тяжелый. Так, что мы видим? Достаточно плотно расположенный мотор. Все занято. Нет свободных мест. Воздухозаборник. Доступ к фарам. Ну, доступ к фарам есть, но я не скажу, что их можно самим здесь поправить, либо заменить. Да, не заменишь лампочки. Придется, наверное, снимать целиком блок. Ну, как я и говорил, на эту машину ставятся разнообразные моторы, от самых простых до топовых, пиковых, я бы сказал. Бензин 2-литровый сюда ставится 150, сюда же ставится 184, тот же самый бензин. Туда ставится 3,5, 330 лошадей, здесь машина уже получает полный привод. Сюда ставится 2 дизеля, 150, вот как у нас стоит, и 295 лошадей. Но, как обычно, нас обделили. Вообще линейка моторов Mercedes насчитывает порядка 10 моторов. Нам, для российского обывателя, доступно только 6. Ну, это я не считаю, конечно, большая проблема. Но, тем не менее, хотелось бы, как это все самое лучшее, и все только для нас. Базовый мотор, относящийся к версии 200, это 2-литровый двигатель, с которого выжили 184 лошади. Но это самый распространенный. 300 единиц крутящего момента. Значит, до сотни она разгоняется за 7,7 секунды, а максимальная скорость составит 240 км в час. Если получится, я выложу фотографии. Мы перегоняли машину по трассе между городами, ну и была возможность разогнаться. Я постараюсь выложить, вы это все увидите. Касательно расхода, 8 литров он составляет на сотню у бензиновой версии. И, внимание, 4-5 литров на дизельной версии. Но не знаю, у нас не показал прибор ни 5, ни 4. В районе 7 литров, от 6,5 до 7, да, действительно такое возможно, но при скорости 100 км в час. Еще на эту машину ставится мотор, называемый гибридным. На самом деле их мало предпочитают в России. Это 2-литровая установка в паре с электромотором. Выдает она 211 лошадей. У нас стоит автомат 9-ступенчатый здесь. На данную машину ставит 9-ступенчатый. Он называется 9G-Tronic. Подвеску, соответственно, предлагает тоже 4 вида. Выбор зависит от вашего стиля. Либо это комфорт, либо это авангард, спорт. Ну и, как я говорил, пневмо. Давайте немножко поговорим о салоне. Вот такой вот он с виду. Кожаный, перфорированная кожа. Естественно, салон был изменен с момента последнего рестайлинга. Свободного места в нем практически не осталось. Спереди порадуют кожаные электросиденья. Ну, в частности, только спинка и регулировка вверх-вниз. В базовой комплектации, как вы видите, все ручное, отодвигаться назад можно только при помощи нажатия ручки. Что для пассажира сбоку, так и для водителя. Водительское место Е-класса, если вы видите, оборудовано трехспицевым, значит, рулем, на котором продублированы все органы управления. Это с правой стороны вся музыкальная часть, а слева круиз-контроль. Сам руль регулируется по высоте, по вылету. Здесь, в общем-то, проблем нет. Но опять это все ручная сборка, вернее, ручная настройка. Поэтому ждать от простой самой версии ничего не приходится. Приборка здесь самая простая. Если вы обратили внимание, здесь не 12-дюймовый монитор, а он разделен на две. Это электромеханическая приборная доска. Вот она нарисована. И, соответственно, дисплей. Сюда не выведена система телевизора. Здесь нету подключения внешних устройств. Точнее, оно есть, но только одно. Ну, а давайте теперь поговорим немножко о посадке. Как вы видите, сидеть удобно. Я даже немножко хочу опуститься. Вот, чуть-чуть опускаемся. Можно подвинуться вперед. Да, очень удобно. И хочу сказать, что с моим ростом, я не устаю это повторять, но я меряю машину под себя. Вот захотел бы я такую машину себе или нет, насколько мне было бы в ней комфортно. Для маленьких людей, наверное,
более комфортнее. Для меня все-таки, да, нет. Я вам честно скажу, ноги вот полностью выпрямляются, даже можно вытянуть, и еще остается запас, можно еще отодвинуться. То есть люди более 2 метров роста вполне будут комфортно чувствовать в этой машине. Так, в плане управления и эргономики, ну, не очень удобное расположение вот этих клавиш, наверное, запирание, отпирание. Хочу заметить, что раньше у Мерседеса здесь, вот, если вы помните, располагалось управление, теперь оно перенесено вниз на сиденье. Ну и ничего страшного, здесь управление зеркалом, хотя тоже не очень удобно, как-то это все располагается. Вот если посмотреть, ну, как тут кривовато, не знаю, немножко не продумано, но... Ну, что сделано, то сделано, как я люблю говорить. Обратите внимание, насколько красивая лакированная панель. Это называется рояльный лак. Ну, по крайней мере, цвет рояльный лак. На нем не остаются отпечатки, но только если очень постараться. Дисплей у нас не сенсорный. Управление происходит за счет шайбы. Ну, небольшое меню, радио, носители. Какие у нас носители есть? Ну, как я и говорил, USB. Все, одно единственное USB. Дальше у нас телефон, Connect. Непонятная система мерседесских вот этих приложений. Ну, не буду спорить. Честно говоря, кто знает, тот поймет. Так, автомобиль, управление автомобилем. Ну вот, как я и говорил, можно выбрать несколько конфигураций управления, какой будет привод, какое рулевое управление, как будут отрабатывать тормоза. Экономичный, комфортный, спортивный и совсем жесткий спорт плюс. Это когда руль не стронуть и тормоза хватает прям только нажав. Если вы мини-бизнесмен, денег на S-класс не хватает, но хочется уже что-то престижное, welcome, E-класс для вас. Но только понимайте, что не надо идти по принципу «я купил Мерседес». Я купил Мерседес. Нет, вы не купили Мерседес, вы купили пустую совершенно машину. Нужна ли вам эта машина? Только понтоваться ради того, чтобы перед своими знакомыми я купил Мерседес, как раньше в 90-х было. Я езжу на Мерседесе, но откачиваю окна своими руками. Да лучше ездить на Опеле с электронными стеклоподъемниками, нежели чем на Мерседесе и вот так вот открывать окна. Так вот, я приверженец того, чтобы в машине было все. Для комфортной езды водителя нужно пользоваться всеми функциями. Я понимаю, это перманентно. Может быть, сегодня вы не пользуетесь адаптивным круиз-контролем. Завтра вы не пользуетесь круговым обзором. Но все равно, даже если присутствует полный привод, в этой машине это огромный плюс. Но выбирая, наверное, более сильный мотор, более улучшенную, так сказать, версию, вы попадаете сразу на геометрически вырастающую цену. В автомобиле оканчивается порядка, сейчас скажу, стоимость полного нафаршированного автомобиля может варьироваться вплоть до 6 миллионов. Так, а что у нас в плане зеркала? А подсветки-то нету. Вот он и простой класс. Вот он вам и Мерседес с ручными стеклоподъемниками. Кнопка SOS. Зажигается свет. А как же нам посмотреть на себя, если хотите причесаться? И вот оцените, насколько удобно и насколько здесь элегантно. Да, сзади очень много места. Вот сегодня я даже удивлен. Реально ноги не упираются. Здесь влезает практически 4, ну да, это порядка 7 сантиметров. Стеклоподъемник, как я говорил. А как нам зажечь свет? А свет нам никак не зажечь. Не надо читать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас маленькая пепельница. Зарядка. Кстати, очень хорошо, что здесь есть зарядка для задних пассажиров. Это очень удобно заряжать телефон. При сравнении с Audi A4 там ничего не было, только очешник. И, кстати, выведена вентиляция. Это тоже немаловажное значение. Так, что у нас здесь в бардачке? Ничего. Маленький бардачок, как вы видите. Только для проводов. Кстати, хотел обратить ваше внимание, что здесь тоже есть консоль. За счет того, что туннель, за счет того, что это задний привод, конечно, для третьего человека здесь будет неудобно располагаться. Давайте посмотрим, какой у нас багажник, и прокатимся. У нас самая простая версия, ногой она не открывается.
540 литров люк, вернее 540 литров багажник, прошу прощения, оговорился. Посмотрите, насколько он большой, но бестолковый. За счет того, что простая комплектация, нет ни крючков, нет ни доводчиков, ни кнопки закрывания багажника. Два кармана, место для сетки и потайные ниши. Здесь нету больше запасного колеса, здесь есть просто ремкомплекта и спрятан ключ для переднего бампера буксировочный. Думайте сами, вот он Е-класс, вот она бегущая вперед модернизация, которая избавляет нас от совершенно ненужных, казалось бы, на первый взгляд деталей, да? Запасное колесо, какая мелочь? Динамик, да? Динамик комфорт, Динамик спорт. Или возьмем Динамик спорт плюс. Нет, давайте возьмем Динамик спорт. Посмотрим, чем отличается Динамик от Динамик спорт. Зажглась у нас желтенькая машинка, появилась у нас надпись на приборной доске. Выезжаем на проезжую часть и нажимаем педальку. Машина творит. Ну, хотелось бы чуть-чуть, конечно, поярче разгон, но я хочу сказать, что мне приятно. Да. Но она немножко даже вжала меня в заднее, так сказать, объятие моего сидения. Да, зеркала большие. Видно все, даже несмотря на то, что нету... Хотя нет, есть разлиновка в мертвой зоне, оно немножко скошено. И левая, и правая. Единственное, жалко, что нету электронной системы оповещения приближающегося сзади автомобиля. Но ничего страшного. Да, рулевое колесо чуть-чуть трогаешь, и оно уже держит машину либо вправо, либо влево ведет. Потрясающая управляемость. Да, да, хороший такой поджопник, и мы выстреливаем. Давайте за кем-нибудь пристроимся. Впереди камера на полосу. Я не говорю, что надо погоняться за кем-то. Ну, просто попробуем пристроиться и посмотреть, как она будет себя вести. Он идет. Желтый Купер. Drive Sport Plus. Да, он сразу улучшил передачу, вернее, соскочил на ниже стоящую. Шестую включил. Напоминаю, что здесь 9 передач всего. Интересно, она зажгла вот здесь даже посмотреть на экране. Проекцию машины зажгла, показывает нам, что она держит полосу. Да, руль стал очень жесткий. По сравнению с комфортом, когда он крутился элементарно, он стал реально жестким. Что хочется добавить по шумоизоляции? Ну, как вы слышите, шумов в машине нету. Все очень тихо. Шумоизоляция здесь на высоте. Ух ты как, прям вообще мне нравится. Мне реально нравится. Потрясно как. Ну, основной вывод какой я хочу сделать. Отличный автомобиль. Мой вам совет, если соберетесь покупать машину новую, то, конечно же, берите. Да и не новую, если соберетесь выбирайте все-таки комплектацию побогаче. Функции должны существовать для водителя, а не водитель для функций. Это первый, наверное, единственный закон для автомобиля. Давайте войдем в поворот на скорости 80, причем острый поворот, практически под 90 градусов. Вот, на 80. Да, чуть-чуть шины подшумливают. Я бы даже сказал, подсвистывают. Слышно это. Но из кресла я не выпадаю. Какой закат сегодня красивый. Потрясающий закат.
Ну вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать про данную машину. Спасибо, что оставались на канале, досмотрели до конца этот обзор. Большое спасибо компании Lookauto, которая предоставила нам любезно на этот новенький Mercedes E-класса 2019 года. Отличный выбор для хороших и перспективных людей, как я говорю. Не болейте, оставайтесь на канале и до скорого. Скоро нас ждут новые машины и новые увлекательные путешествия.